Добрый день, уважаемые белорусы! Приветствуем вас в магазине отопительного оборудования Котлов Бай. Сегодня у нас очередной обзор. Сегодня печь Метабел Свитязь. Это, в принципе, наверное, самая красивая печка у этого производителя, на мой взгляд. Посмотрите сами. Конечно, изюминка этой печи то, что она может вращаться на 360 градусов. И вы можете установить эту печь, в принципе, в любом месте помещения, где вам необходимо, то есть у стены, в углу, в принципе, можно даже по центру. Есть и такие варианты. То есть обзор огня вы можете, в принципе, видеть с любой точки вашего помещения. И это, конечно, самый главный плюс этой печи. И с таким вот поворотным механизмом на самом деле не так много печей, в принципе, на нашем рынке. То есть, я, например, нашел несколько вариантов печей ABX, это чешский исполнитель, Aromatop, и, пожалуй, в принципе, все. Invicta тоже делает одну модель, Pharos она называется, но там печь из чугуна, это стальная печка. И там, конечно, цена раза в 3 практически больше, выше, чем на Свитязь. Ни один исполнитель, ни один производитель не делает печки с таким огромным стеклом панорамным. То есть стекло размером 850 на 500 миллиметров. То есть это очень большое стекло, очень большой, практически идеальный обзор огня. При этом печь имеет мощность 7 киловатт номинальную, то есть в принципе способна отопить порядка 50 где-то квадратов, 50-60. Конечно, в большинстве своем ее предпочитают для интерьера. То есть она, конечно же, украсит в принципе любой интерьер, где вы хотите разместить печь-камин, чтобы наслаждаться огнем. И по поводу регулировки от печки, то есть так как она стальная, она герметичная, причем здесь присутствует, помимо регулировки положения, то есть поворотная печь, это раз. Понятно, что колосниковая регулировка, то есть подвод воздуха для горения регулируется. Здесь регулируется система чистое стекло, причем здесь это выглядит очень интересно, то есть воздух подается снизу печи, потом по специальному каналу проходит вверх и доставляется вот сюда, в верхнюю часть, и попадает на стекло. И по этому же каналу воздух попадает для вторичного дожика на задней панели. Вот эти отверстия, которые вы видите. Таким образом, вот 4 регулировки: поворотная, колосниковая, система чистое стекло и вторичный дожик. Здесь все присутствует в этом изделии. Диаметр подсоединительный здесь 150, и здесь есть возможность подвода воздуха извне. Он расположен на задней стенке вот этой ножки. Вот, кому нужно, в принципе, может использовать подвод воздуха извне. Что еще хотелось бы сказать? Здесь печка предназначена для обслуживания, в общем-то, даже женской рукой, то есть вот одним пальцем можно открыть дверцу. На фасаде никаких лишних больше рычагов нет, то есть не регулировок, то есть полностью печь предназначена для именно обзора пламени. Попрошу подойти и снимем внутри печь с открытой дверью, покажем регулировки. То есть слева направо это у нас колосниковая регулировка, очень точные движения, легкие. Это у нас система чистое стекло и вторичный дожик. Зольный ящик. Обратите внимание, как здесь зафиксировано стекло. То есть здесь полностью рамка, то есть крепеж идет по всему периметру именно стекла. То есть нет никакого перекоса, точечного крепления на болтах, на каких-то зажимах. И напоминаю, что это немецкое стекло, также немецкие здесь шнуры используются, Метабел это делает всегда. И топка фатирована
вермикулитом, причем тоже датского исполнения, датского производства, фирмы Скамол. Вот такая красавица. Приходите к нам в салон, подберем и вам печь камин. До встречи.